Всем добрый день! Сегодня по вашей просьбе я подскажу домашний рецепт маски, который является мягкой альтернативой такой нынче популярной процедуры, как желтый пилинг. Или же можно встретить другие названия желтого пилинга: ретиноевый пилинг или ретиноловый пилинг. Так вот, сразу хочу отметить, эта маска не является аналогом пилинга, она является мягкой домашней альтернативой. Например, в тех случаях, если вам желтый пилинг противопоказан, а к нему действительно есть целый ряд противопоказаний, которые нужно обязательно учитывать. Ну и так, давайте я вначале расскажу рецепт маски, а потом проговорю про ретиноевый пилинг. Итак, нам понадобится 1 столовая ложка муки из овсяных хлопьев. То есть у меня вот уже есть готовая мука, толокно фактически. Вы же можете либо 1 столовую ложку овсяных хлопьев сварить вот в такую кашку, либо же предварительно перемолоть на кофемолке и залить кипятком. То есть я беру 1 столовую ложку муки и просто-напросто заливаю крутым кипятком до состояния вот такой вот кашицы. То есть должна получиться у нас кашка. И эту кашку мы ставим настаиваться, фактически, чтобы она остыла. Смотрите, очень важно, если мы хотим получить максимальный эффект, чтобы у нас овсянка не остыла полностью, чтобы она была теплая. Как только вы заметили, что овсянка подостыла, но она еще теплая, мы к этой массе, то есть 1 столовая ложка овсяной муки, разбавленная водой, добавляем пол чайной ложки масляного раствора витамина А. То есть вот у меня специальный раствор, который можно применять наружно для заживления кожи, а можно применять внутрь в виде капель, для насыщения нашего организма витамином А. Обратите внимание, у меня масляный раствор не совсем такого оранжевого цвета, но здесь в пол чайной ложки 250 тысяч международных единиц витамина А. То есть для нашей кожи этого вполне достаточно, но это не такая лошадиная доза, чтобы вызвать какие-то побочные эффекты. Все, тщательно перемешиваем, и наша масса готова к нанесению. Можно, кстати, вместо витамина А использовать, например, вот такое сочетание витаминов АЕ-вит или АЕ. Они уже такого оранжевого цвета, и действительно тогда масса будет у вас уже прокрашена в желтый или в оранжевый цвет. Но я делаю классику жанра, просто добавляю витамин А. Итак, почему именно овсянка? Дело в том, что овсянка сама по себе богата теми веществами, которые очень хорошо ухаживают за нашей кожей. И мы с вами ретиноловый пилинг обычно делаем с целью омоложения кожи. Так вот, овсянка сама по себе очень хорошо омолаживает кожу. У нее тоже есть компоненты, которые влияют на увлажнение, которые опосредованно стимулируют выработку эластина, коллагена. Плюс в овсянке есть компоненты, которые являются пребиотиками для нашей родной микрофлоры. И есть компоненты, которые убирают сверхчувствительность. То есть восстанавливают натуральный увлажняющий фактор, убирая раздражение, аллергические реакции и так далее и тому подобное. Плюс, смотрите, когда мы с вами перемалываем овсянку или берем муку, в ней есть мелкие крупиночки. И я вам советую вот такую массу наносить, пока вы ее наносите, в течение 3-5 минут массировать свою кожу. Дело в том, что вот эти вот крупиночки, я думаю, будет заметно, они будут у нас служить еще как процедура скрабирования. То есть фактически, пока мы с вами наносим маску, мы можем по массажным линиям массировать кожу своего лица и убирать наслоение мертвых клеток. Это на самом деле очень важно. То есть нанесли, 3-5 минут помассировали и оставляем в дальнейшем нашу маску на 20-30 минут. Желательно, чтобы в это время мы с вами прилегли, потому что маска еще помимо всего прочего будет оказывать мощный лифтинг-эффект. То есть у нас еще будет идти подтяжка кожи. И я эту маску наношу на зону лица, вокруг глаз, по нижнему веку, на шею и на декольте. То есть буквально все. Итак, наносим, 3-5 минут массируем и идем укладываемся еще там на 20-30 минут. После этого мы маску смываем и уже по желанию можем наносить свой крем, можем не наносить. Таких масок нам желательно сделать курс 10-15. И если мы хотим с вами получить вот этот самый эффект пилинга, то желательно, чтобы мы маски делали через день. Или хотя бы 1 раз в 3 дня. То есть вот так вот друг за другом делали маски. Тогда действительно витамин А окажет свой вот этот вот мощный эффект. Ну а теперь возвращаемся к нашему желтому пилингу. Напомню, что наша маска является не аналогом, то есть это не знак равенства, а мягкой домашней альтернативой. И когда вы меня спрашиваете про желтый пилинг, я, честно говоря, немножечко теряюсь. Потому что, смотрите, во-первых, нужно учитывать вашу индивидуальность, противопоказания и тот продукт, который вы собираетесь использовать.
Дело в том, что есть ретиноловые всевозможные пилинги для домашнего применения, а есть для салонного профессионального применения. И они иногда очень кардинально отличаются. Во-первых, смотрите, есть пилинги домашние, да, концентрация 5-10%, но во флакончик еще, например, добавляется резорцин или этиловый спирт. Это получается ядрено-гремучая смесь, которая может вызывать аллергические реакции, и время выдержки, то есть нанесения на нашу кожу такого препарата очень ограничено. Поэтому нужно следовать инструкции, изучать инструкцию и читать там, сколько можно слоев нанести, 2, 4, 5, сколько по времени держать, 5, 7, максимально 15 минут. Все это нужно учитывать. Например, есть салонные продукты, которые нужно держать на коже от 6 до 8 часов. Есть домашние продукты, которые там прописано, допустим, вы можете нанести на ночь, смыть только утром. Это все нужно учитывать. И, кстати, почему желтый пилинг? Потому что, смотрите, очень часто мы делаем наносим какую-то массу, окрашенную в желтый или в оранжевый цвет. То есть витамин А прокрашивает нашу маску. И вот это прокрашивание не только массы, которую мы наносим, но может быть прокрашивание нашей кожи. Поэтому после процедуры вы можете в течение 2-3 дней ходить с желтоватым оттенком кожи и напоминать человека, заболевшего гепатитом. Вот почему я еще люблю домашнюю маску, потому что на следующий день нет никакого прокрашивания кожи, ты спокойно красишься, и кожа здорового человека. Но при этом это не умаляет воздействие ретинолового всевозможного пилинга на нашу кожу. Итак, смотрите, ретиноловый пилинг, желтый пилинг, он вообще в целом отличается от других видов пилингов. Дело в том, что он не влияет на наслоение роговевших мертвых клеток. Например, когда я вам говорила про гликолевый пилинг, рассказывала, да, что он убирает наслоение мертвых клеток, разрушает, размягчает межклеточный цемент и способствует отшелушиванию. Задача ретинолового пилинга – это воздействие на клетки кожи. То есть он больше способствует омоложению, обновлению в этом плане нашей кожи. То есть не сколько отшелушиванию, а сколько именно обновлению. Но очень умные производители стали добавлять во флакончик с ретиноловым пилингом еще компоненты, которые убирают наслоение мертвых клеток. Например, тот же самый резорцин или салициловую кислоту, потому что витамину А нужно через вот это наслоение мертвых клеток проникнуть вглубь кожи. Поэтому я тут и использую именно овсянку, потому что она благодаря вот этим вот комочкам будет убирать наслоение мертвых клеток, то есть работать фактически как скраб. Вам же могут, допустим, если вы идете в салон, посоветовать накануне сделать пилинг фруктовыми кислотами или же процедуру скрабирования для того, чтобы ретиноловый пилинг оказал максимальный эффект. Кстати, почему я говорю ретиноловый, иногда ретиноевый? Все зависит от формы витамина А. Например, если используется синтетическая форма ретиноевая кислота, то чаще всего вы услышите ретиноевый пилинг. Если же используется ретинол, да, натуральный витамин А, то чаще вы услышите ретиноловый пилинг. Но в принципе задача у них одинаковая. Итак, смотрите, задача пилинга и нашей, в принципе, вот этой домашней маски – это омоложение кожи. Это стимулирование, соответственно, выработка эластина коллагена, ну то есть на перспективу работает все это дело, подтягивается наша кожа, повышается упругость, разглаживаются морщины. Поэтому, если мы хотим получить максимальный результат от нашей маски, как от ретинолового пилинга, нам нужно пройти ее курсом 10-15, причем желательно такую маску делать через день или хотя бы раз в 3 дня. То есть не эпизодически, а именно пройти вот этот самый курс. Плюс и ретиноловый пилинг, и маска вот такая делается в период, когда не активное солнце. Все равно витамин А будет повышать чувствительность нашей кожи к ультрафиолету, поэтому мы желательно маски такие делать вечером. И, соответственно, когда у нас осень, зима, весна. Если же у нас вдруг активное солнце, то на следующий день нам желательно использовать косметику с SPF-фактором. Ну а теперь смотрите, я уже проговорила, да, есть целый ряд противопоказаний. Поэтому перед тем, как купить или перед тем, как пойти, поинтересуйтесь противопоказаниями. К ретиноловому пилингу противопоказания – это не только нарушение целостности, например, ранки какие-то на коже. Это герпетические высыпания, это инфекционные высыпания, это повышенная температура тела, банально, ОРВИ. Это также всевозможные новообразования на нашей коже, всевозможные волосатые родинки, бородавки. Но пилинг, желтый пилинг не делается в том случае, если мы с вами перенесли гепатит.
или гепатиты, разные варианты. Я, например, перенесла гепатит в детстве, поэтому для меня ретиноловый пилинг не стоит, да, как вообще программа использования. А вот такая домашняя маска мне подходит, и я могу ей смело пользоваться. Ну и еще, смотрите, и желтый пилинг, да, и вот наша домашняя маска делает нашу кожу не только уязвимой к ультрафиолету, чувствительной, особенно если вот по накопительной, мы с вами проходим несколько сеансов, но в частности, да, вот я уже говорю не про нашу маску, больше про желтый пилинг. Могут быть после процедуры аллергические реакции, отечность, покраснение, шелушение. После маски домашней таких явлений не наблюдается. Вот сколько мы с людьми делали, никто не жаловался ни на покраснение, ни на раздражение, ни на аллергические реакции. После желтого пилинга очень часто наблюдается. Плюс, смотрите, может быть ощущение стянутости, сухости, шелушения. После маски она оказывает лифтинг-эффект, чувство стянутости может быть. Поэтому я говорю, смывайте и смотрите, нужно вам использовать увлажняющий крем или не нужно. То есть, но после желтого пилинга очень часто чувство стянутости и очень часто повышается чувствительность кожи в целом. Вот, поэтому нужно это учитывать. И, кстати, после ретинолового пилинга очень часто наблюдается гиперпигментация, если мы с вами не защищаем свою кожу от ультрафиолета. Поэтому это все нужно учитывать. И еще раз повторю, иногда нет смысла кидаться и делать ретиноловый пилинг. Можно использовать более такие щадящие, с моей точки зрения, безопасные пилинги, например, как гликолевый, или же применять вот такие вот домашние маски. Поэтому рассказала вам. Берите себе на вооружение, делайте. Если мы с вами хотим, смотрите, альтернативу, да, желтого пилинга, то такие маски мы делаем часто, да, один раз в 2 или 3 дня курсом проходим. Если вы хотите просто использовать эту маску в качестве вот такой легкой омолаживающей же лифтинг, питательной маски, восстанавливающей, то, пожалуйста, вы можете делать эпизодически, там 1-2 раза в неделю по вашему желанию. Но еще раз, в любом случае это маска периода, когда у нас солнце не активно. Так что вот такая вот для вас информация. Берите себе на вооружение, делайте и преображайте.